Уважаемые коллеги, знаете, когда тайное становится явным, и вот эти договоренности стали предметом публичной дискуссии и обсуждения, мы с вами видим, как повели себя руководители Франции и Англии. Вчера уже началось дезавуирование всех этих заявлений, разговор о том, что ничего не происходило, но, как мы с вами понимаем, на самом деле и обсуждали, и прорабатывали решение о передаче ядерного оружия и компонентов Украине. Да, исходя из информации, мы видим, что руководство Германии, Мерц, как бы отошел в сторону и не стал в них участвовать. Но то, что знал, это факт. Вот пускай все эти факты проверят наши коллеги из Бундестага, парламента Франции, Англии, разберутся, ознакомятся с переписками. Это же все есть, это все отфиксировано. Потому что руководители их стран за спиной народа, за спиной парламентов совершали преступления. Потому что, когда речь идет о поставках ядерного оружия, либо компонентов к нему, это нарушение всех международных договоров и решений самого высокого уровня, и карается уголовной ответственностью. А если задуматься, все это ведет к трагедии мирового масштаба. Поэтому мы не можем не реагировать, мы не можем не обращаться. Мы обязаны это сделать. Если вы не будете возражать, давайте мы тогда примем за основу проект постановления, а затем с учетом поступившего предложения, мы делаем это в исключительных случаях, мы просто расширим перечень адресатов и внесем необходимые дополнения в части, соответственно, наименований субъектов, добавив Бундестаг Федеративной Республики Германия и в заголовок, и, соответственно, в заключительной части. Сегодня мы очередной раз убедились на видеоконференц-связи с Европейским парламентом. Нас поддерживают. И обращение это, конечно, будет знаковым для того, чтобы пресечь эту чудовищную инициативу. Спасибо, коллеги. Просьба поддержать. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставится за основу второй вопрос. Пожалуйста, включите режим голосования. Ответственные коллеги, обратите внимание, идет голосование. За основу. За 411, против нет, воздержавшихся нет. Постановление за основу принято единогласно. В соответствии с прозвучавшими предложениями дополнить в перечень адресатов Бундестаг Федеративной Республики Германия и, соответственно, внести необходимые изменения в наименование постановления, если вы не возражаете, ставится для принятия такое изменение. Кто за данную поправку, просьба проголосовать. Кто за? Включите режим голосования. За 409, против нет, воздержавшись нет. Единогласно принимается решение. Поправка поддержана. О направлении данного обращения в Бундестаг Федеративной Республики Германия. А теперь ставится на голосование проект постановления для принятия в целом. Пожалуйста, включите режим голосования с учетом принятой поправки. Кто за?
За 412, против нет, воздержавшись нет. Постановление принимается единогласно. Уважаемые коллеги, поздравляю и слова благодарности всем тем, кто сегодня инициировал принятие необходимых изменений. Пускай поднимут переписки, пускай ознакомятся со всеми материалами и дадут этому оценку. Немецкий народ не может быть заложником закулисных переговоров, которые несут трагедию для народов всех стран. Поэтому и Мерц, и Макрон, и руководители Англии, которые так часто меняются, что можно даже не упоминать их, должны быть привлечены к ответственности за сокрытие информации и за действия, которые могли привести к трагедии. Понятно, почему они нашли исполнителя такого, как Зеленский. Он нелегитимен, у него руки по локоть в крови, он уже такого понатворил, что согласится на все, что угодно, чтобы получить потом убежище в одной из этих стран. Но это еще больше нас убеждает в серьезности намерений и переговоров, которые происходили. Народ в неведении, депутаты отстранены от принятия и обсуждения таких решений. У нас не так. И это говорит о том, что будущее за Россией, а не за такими странами, которые сами себя могут разрушить. Беда лишь только в том, что они могут и всех остальных с собой потащить, имея на вооружении ядерное оружие.